Я нахожусь сейчас в Новосибирске трансфером. У меня какой-то бешеный перелет, потому что я лечу через Новосибирск, потом я лечу во Владивосток. Выбора другого почти не было, поэтому он стоил в одну сторону. У меня билет стоил 53 тысячи рублей. Ну ничего, здесь мне сидеть всего 2 часа, потом я лечу 6 часов до Владивостока, там я сижу еще 5 часов, и оттуда я 1,5 или 2,5 часа, что-то примерно такое, я лечу еще до Сеула. День будет очень длинным, но силы пока есть, я немножко поспала, нам дали сэндвичи. В принципе, перелет в 3 часа с Самары до Новосибирска обошелся мне достаточно нетрудно, нормально. Это был супер сложный перелет, это был супер сложный день, это был самый сложный, наверное, перелет в моей жизни в Корею. Давайте немножко с вами я поболтаю, расскажу, как в итоге все это было, когда поставить телефон. В общем, как все было. Во-первых, я летела очень сложным рейсом, это был Новосибирск, Владивосток, потом только Корея. В каждом городе была пересадка по 2 часа, в Владивостоке так вообще 5,5 часов, но мне удалось, кстати, снять номер, и, в принципе, я там поспала часа 3, но мне этого хватило для того, чтобы хотя бы прийти в себя хоть чуть-чуть. И, кстати говоря, мне кажется, если бы я даже там не отдохнула, то это было бы, ну, вообще, наверное, жесть. При входе в самолет во Владивостоке мне чекают температуру, у меня она абсолютно нормальная, меня пропускают. Я лечу 2,5 часа, прилетаю в Корею, и на паспортном контроле меряют мою температуру, и у меня в одном ухе 37,7, а в другом ухе 37,4. И, честно говоря, я очень испугалась, потому что они же вот так вставляют пистолет, вот это, я не вижу, какой там результат. Но когда я увидела его лицо, он ставит мне пистолет такой: о, и типа, ну вот он реально офигел, что у меня 37,7. И, в принципе, когда люди увидели, что у меня температура, они рядом начали как-то отходить от меня. Я считаю, что это абсолютно нормально, я не говорю, что это стрёмно. Я за то, чтобы действительно все было супер безопасно, поэтому я была в маске, я ее никогда не снимала. В Самаре я была даже в перчатках, просто потом у меня уже начали потеть руки, мне это было жутко неудобно, это раздражало, и просто я не вынесла это так долго мне ходить. Ну и вот, я прилетаю, мне меряют температуру, и оказывается, что у меня 37,7, мне ничего не говорят. Он что-то пишет на листочке и просто говорит: отойди в сторону, подожди там. Я не понимаю, что происходит, у меня как бы тоже какое-то недопонимание, но при этом я волнуюсь, потому что я думала, что все, я уже прилетаю, наконец-то это закончилось, это мучение, но оно оказалось, что оно только началось в тот момент. Я простояла потом еще в огромной очереди, как оказалось, это сортировали людей с температурой и без температуры. Я, как вы уже поняли, оказалась в толпе с людьми с температурой. И, насколько я слышала, у меня была самая высокая из всех температур, потому что у всех в основном 37,1, 37,3, 37,4. В принципе, это нормально, потому что все уставшие, был забитый самолет, было душно, всем было жарко. Я думаю, ну, это вот как следствие вот этого всего и такая температура. Я простояла в очереди, мне измерили опять температуру, и опять то же самое, показала 37,7 и 37,4. Я даже немножко разделась, сняла сверху себя кофту, думаю, может быть, я просто вспотела, мне было жарко, потому что из-за этого у меня поднялась температура, но градусник у меня показал ровно такую же температуру. Но когда я написала своим родным, они меня все быстро успокоили, сказали, что все нормально, ты просто устала, и, в принципе, я тоже придерживаюсь этого мнения. Что было дальше? Дальше мне еще миллион раз измерили температуру, выписали мне миллион каких-то бумажек, я их все подписала, видимо, это на осмотр, на обследование, на все остальное. Do you take any medicine? No. Do you smoke? No. Are you pregnant? No. Do you have any disease such as diabetes, hypertension? No. You come alone to Korea? Yes. Затем меня отправили в какую-то комнату. Час я просидела там. И потом меня отправили уже в другое помещение. Там у нас прям один человек был в комнате. То есть это были не отдельные комнаты, они были огорожены. Такой вот, как сказать, ну это была не стена, это было что-то типа плаката. И вот они вот этими плакатами огородили каждое помещение, и там в каждом помещении сидело по одному человеку, и это уже выглядело достаточно серьезно. Чего я боялась? Не того, что действительно у меня есть ковид. Я боялась того, что у меня его нет,
но я могу им заразиться в этом помещении, потому что там находились все, кто были с температурами. А вы сами понимаете, но это достаточно высокий риск находиться с такими людьми в одном помещении. Естественно, я не снимала маску, мы не подходили друг к другу. Вот. Сказать, что я боюсь, ничего не сказать. Я не боюсь именно болезни, я боюсь теста, если честно. Я не удивлена уже ничему. Со мной постоянно вечно какие-то приключения случаются. Вообще, знаете, есть такая вещь, как самовнушение. И когда тебя меряют температуру и изолируют, и типа подозрение на ковид, тебе уже автоматически становится плохо. Как будто оно так и есть. Хочу, чтобы это уже побыстрее все закончилось. Ну и все, в итоге я просидела часа 3 в этой комнате, и нас вызвали по очереди сдавать тест. Вот я уже понимаю, что все, я уже никуда не денусь от этого теста, его придется мне тоже сдавать. Я безумно боялась, потому что я знаю, что это очень глубоко будут вставлять вот эти вот ватные палочки. В итоге нас по одному вызывают, мы выходим, спускаемся, обходим аэропорт снаружи, заходим через другую комнату. И в итоге я сажусь, он мне говорит, это будет немножко больно, главное, не дергайся. И я понимаю, что это будет очень больно, потому что просто так не говорят, не дергайся. Он сначала мне лезет в рот. И я такая расслабилась, думаю, фух, слава богу, это не настолько больно, как мне казалось. А потом он залез мне в нос. Сначала в одну ноздрю, потом в другую, и я просто... Это было буквально 2 секунды, но я молилась, чтобы это закончилось как можно быстрее. Это было очень больно. Это было безумно больно. Девушка прям рядом, она очень сильно кричала. Это было очень больно, реально. И все, и это все в пробирку делаем. Мы поднимаемся и ждем в комнате еще 3 часа. Потом проходим паспортные контроли, подписываем еще миллион бумаг, всего. И вот спустя 8 часов нас заселяют в отель и говорят о том, что завтра в 6:30 утра мы узнаем результаты. Мы прошли паспортный контроль, получили миллион бумаг. Вот наши чемоданы, абсолютно пустой аэропорт. Вот наша дружная команда. Я чувствую себя абсолютно нормально. В плане, я не волнуюсь, морально я подготовлена ко всему. Если вдруг я заболела, слава богу, что это происходит сейчас, а не, например, даже вчера, когда я была рядом с своей мамой.